Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Мы с товарищами решили возобновить наш Journal Club ветеринарной анестезиологии. И теперь он будет выходить на этом YouTube-канале. Мы изменили формат. Раньше мы обозревали отдельные статьи, используя разные поисковые системы, используя разные журналы и выбирая только то, что нам кажется интересным. Проблема такого формата заключалась в том, что мы выбирали то, что кажется интересным нам. Но то, что интересно нам, не обязательно интересно вам. Поэтому мы решили сделать немножко иначе. Мы будем обозревать абсолютно все статьи из журнала Veterinary Anesthesiology. Там будут публикации, касающиеся не только собак и кошек, типичных для нас пациентов, но и других животных, таких как птицы, таких как рептилии, таких как дикие и зоопарковские животные. Такой формат позволит нам быть в курсе всех последних событий, последних исследований и последних тенденций в ветеринарной анестезиологии. Мы постараемся сделать так, чтобы видео выходили раз в неделю. В течение месяца мы будем обозревать весь номер журнала, который выходит раз в 2 месяца. Если ресурсы канала будут позволять, помимо журнала Veterinary Anesthesiology, мы также будем заниматься обзором и других журналов, таких как Veterinary Emergency Critical Care, Journal of Veterinary Internal Medicine и журнал Neurology and Neurosurgery. Это будет интересно. Что касается, кстати, ресурсов, раз уж мы о них вспомнили. Канал абсолютно бесплатный, все могут его смотреть, но у канала есть возможность донатов, поэтому если у вас есть желание и возможность помочь в развитии канала, чтобы мы могли обозревать больше журналов, чтобы мы могли делать какие-то интересные спецвыпуски, я буду этому только рад. Что же касается спецвыпусков, они будут у нас нескольких форматов. Во-первых, это будет отдельный доклад по заданной теме, где мы будем разбирать конкретную тему, используя несколько литературных источников. По сути, это хороший доклад на конференцию. Второй вариант спецвыпусков, который мы запланировали, это живое общение. Мы будем общаться с отдельными лидерами мнений, с людьми, которые находятся сейчас в других странах, с дипломантами, резидентами и просто интересными людьми. Если такой формат вам будет интересен, я буду этому только рад. В дальнейшем мы запустим спонсорство канала. Именно спонсор будет определять тему того выпуска специального, который мы будем делать. А сейчас мы можем приступить к обзору статей, которые вышли в сентябрьском номере журнала Veterinary Anesthesiology. Начнем мы с 3 статей, 2 исследования и отдельный clinical case. Берем чаечек и смотрим, что написали наши иностранные коллеги. Первое исследование, с которого мы начнем, это Evaluation of Outflow Temperature Generated by a Dry Head Flight Farmer and Low Flight Rates. Оценка выходной температуры инфузионной среды при использовании подогревателей инфузионных растворов при различных скоростях введения. Мы понимаем с вами, что проблема гипотермии в интраоперационный период – это достаточно большая проблема для наших пациентов и для нас. Наша задача ее не допускать. И мы используем разные способы поддержания нормотермии у пациентов в интраоперационный период. Один из способов – это введение подогретых внутривенных растворов. Холодный раствор закономерно будет охлаждать пациента. И мы знаем, что существует масса девайсов, которые позволяют нам это делать. Так вот, исследование как раз посвящено тому, какую температуру мы имеем на выходе после прохождения раствора через подобный подогревательный девайс. Они есть разные формы, разных производителей. Но суть у них у всех одна. Они подогревают раствор до заданной нами температуры. Вводные данные для этого исследования у нас будут следующие. Ссылаясь на исследование Редонда и соавторов 2012 года, авторы статьи постулируют, что до 80% пациентов в интраоперационный период имеют гипотермию. Это было достаточно большое исследование. В нем принимали участие 1500 пациентов, 1500 собак и кошек, которых ретроспективно оценивали на предмет гипотермии в интраоперационном периоде. И выводы действительно такие, что 80% пациентов остывают. Гипотермия опасна для пациента. Мы с вами это прекрасно знаем. Гипотермия будет приводить к снижению ответа на катехоламины, как эндогенные, так и экзогенные. Гипотермия является одним из факторов летальной триады. Гипотермия, ацидоз, гипокоагуляция. Гипотермия может повышать риск развития хирургической инфекции и ухудшать заживление раны. Поэтому наша задача, как анестезиологов, гипотермии не допускать. Инфузионные подогреватели эффективны у людей, и их эффективность доказана. Однако,
Надо помнить о том, что в медицине человека типичные скорости введения раствора будут гораздо выше, чем у наших ветеринарных пациентов. У людей скорости инфузии составляют от 100 до 1200 мл в час. Это большие объемы. По рекомендациям Ассоциации ветеринарных госпиталей Америки, рекомендуемые скорости инфузии в нашей практике это менее 10 мл на килограмм в час. Для кошек это 3 мл на килограмм в час, собаки это 5 мл на килограмм в час. Понятное дело, что речь идет о нормоволемичных и нормогидратированных пациентах. Слишком велика разница между скоростями инфузии у людей и у наших пациентов, поэтому просто экстраполировать данные с медицины человека на наших пациентов может быть достаточно затруднительно. И то, что эффективно у человека, не факт, что окажется эффективным у наших с вами пациентов. В исследовании использовалась система 3M Ranger Blood Fluid Warming System. Цель исследования была оценить эффективность метода подогрева инфузионных растворов с помощью этой коммерческой системы. Система выглядит следующим образом. Это девайс, который имеет две подогреваемые пластины, между которых размещается инфузионная магистраль. Особенность конкретно этой системы заключается в том, что для своей работы она требует отдельных специальных инфузионных магистралей. Чтобы не переписывать просто всю статью, я позволил себе изобразить всю суть исследования в виде одной картинки. Исследователи брали раствор Рингера комнатной температуры 18 градусов Цельсия. Эта температура комфортная для работы хирурга в операционной. Подключали этот раствор через, как я вам говорил выше, специальную магистраль к нагревателю инфузионных растворов. И дальше, пропуская раствор, спускали его в пустую банку. Через трехходовой кран был установлен термометр, который и позволял нам измерять выходную температуру при разных скоростях. Первый этап заключался в том, что система заполнялась. Далее, согласно рекомендациям производителя данного устройства, производился нагрев и заполнение системы с рекомендуемой скоростью введения 800 мл в час. После этого введение раствора прекращалось, отмечалась нулевая отметка, и дальше уже исследовались разные скорости введения раствора, прохождения раствора через данную систему и конечная их температура. Важная деталь, что длина магистрали за пределами нагревателя была 110 сантиметров. 110 сантиметров, мы понимаем, это достаточно большая длина. И исследователи предположили то же самое, что, возможно, такая длина является не самой эффективной для того, чтобы раствор нагревался. Это не рандомизированное, не ослепленное исследование инвитро. Задача исследователей была оценить просто выходящую температуру и оценить, как работает оборудование для обогрева. Оценка выходной температуры оценивалась при разных скоростях потока. От 5 до 500. 5, 10, 20, 50, 70, 80, 100, 200, 300, 400, 500. Такие скорости раствора были выбраны не случайно. Такие скорости раствора типичны для наших пациентов по рекомендациям Американской ассоциации ветеринарных госпиталей. Такие скорости раствора типичны для разного диапазона масс тела наших пациентов. От 1 до 100 кг. В статистическом анализе использовался критерий Шапира-Уилка. Какие были получены выводы? А выводы были получены достаточно интересные. При маленьких скоростях потока, при маленькой скорости введения раствора, раствор не только не подогревался, а наоборот даже успевал остынуть. В диапазоне от 5 до 80 мл в час раствор остывал от 0,5 до 1,5 градусов. То есть мало того, что у нас пациент не получал подогретый раствор, то что мало того, что он не нагревался у нас, он мог еще и охлаждаться за счет того, что раствор в магистрали остывал. Однако, если скорость введения превышала 100 мл в час, раствор подогревался, и наиболее выраженный эффект подогревания раствора был выражен при скорости 500 мл в час. В этом случае раствор нагревался на 12,6 градусов Цельсия. Это очень интересное наблюдение, потому что мы не привыкли к тому, что раствор у нас остывает. А здесь исследователи показали, что это так. И даже несмотря на то, что у нас включена система обогрева. Мы можем попасть в когнитивную ловушку. Мы думаем, что у нас все хорошо, мы делаем все правильно, у нас есть система обогрева раствора, но по факту она не работает, потому что у нас очень маленькие скорости инфузии.
Какие исследователи делают выводы из этого всего? Выводов они делают несколько. Во-первых, самый очевидный вывод, что подобная система обогрева работает при скоростях инфузии более 100 мл в час. Но это не очень все-таки типичная скорость введения раствора для наших пациентов. Второй интересный вывод, точнее не вывод, а мысль, которую высказывают исследователи, они делают, ссылаясь на исследование Ферриса 1991 года. Исследование это говорит о том, что раствор для инфузии эффективно нагревается при 750 мл в час скорости инфузии и при длине магистрали до 25 см. Это исследование человеческое, и в нем оно проводилось в отделении педиатрии. Значит, 25 сантиметров это может быть более оптимальный вариант для наших пациентов. Все-таки наши пациенты чаще похожи на маленьких людей, чем на больших взрослых. Но в этом-то и есть ограничение исследования, которое мы с вами обсуждаем. Длина магистрали была 110 сантиметров, и эта длина фиксирована заводскими настройками, скажем так. Это та магистраль, которая должна использоваться именно при этой системе обогрева. Однако, мы знаем с вами, что те системы обогрева, которые используем с вами мы, они отличаются. И мы можем использовать обычные инфузионные системы. А главное, что используя эти системы обогрева, мы можем менять их расположение, перенося их ближе или дальше от внутривенного катетера пациента. Скорее всего, если мы будем использовать эти девайсы ближе к вене, температура раствора будет более высокой. Однако надо помнить о том, что это только предположение. Исследований, которые бы это доказали, у нас пока с вами нет. Следующая статья, о которой я хотел бы с вами поговорить, это статья Effect of Preemptive Topical Application of Lidocaine or Prilocaine-Lidocaine on Successful Catheterization of Veins in New Zealand White Rabbits. Эффект упреждающего местного применения лидокаина или прилокаин-лидокаина на успех катетеризации ушной вены у новозеландских белых кроликов. Как я вам говорил, мы будем обсуждать не только собак и кошек, но и других животных, которые могут встретиться в практике ветеринарного врача и ветеринарного врача-анестезиолога. Кто забыл или не знал, как выглядят новозеландские белые кролики, выглядят они примерно так. Маленькие, миленькие и пушистые. Но надо понимать, что кролики это животные достаточно непростые. Во-первых, не надо недооценивать их встречаемость. Кролики третьи по популярности домашние животные в Великобритании и в Соединенных Штатах Америки. Данных по России, к сожалению, у нас нет. Второе, что надо помнить, что кролики не должны стрессовать и не должны испытывать боль. Все травоядные животные очень восприимчивы к стрессу. Все травоядные животные могут на фоне стресса и боли просто умереть. Это то, что называется синдром жертвы. Считается, что это некий гуманный подарок эволюции, чтобы жертвы не мучились и умирали быстро, как только попали в лапы хищника. Так это или нет, мы не знаем, это вопрос скорее этики. Но факт остается фактом. Все травоядные, все жертвы умирают достаточно легко и быстро при возникновении стресса и при возникновении боли. А соответственно, его надо минимизировать в условиях нашей практики. Венозный доступ, мы с вами понимаем, необходим нам для проведения адекватного анестезиологического пособия. Сделать просто внутримышечный ксилазин – это не совсем анестезиологическое пособие. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы у нас были катетеризированы вены. Кролики не исключение. Кролики такие же животные, как собаки и кошки. Мы понимаем, что у кроликов могут возникнуть проблемы не только при катетеризации вен конечностей, но и при катетеризации ушных вен. Нанесение местных анестетиков может в теории позволить снизить боль и стресс при пенетрации кожи и установке внутривенного катетера. И данные об этом существуют из медицины человека и из ветеринарной медицины, из данных по собакам и кошкам. Мы знаем, что местное нанесение кремов, содержащих лидокаин и лидокаин-прилокаламид, содержащих местные анестетики, может быть эффективно для снижения боли и стресса при катетеризации вены. Крем Эмла – это крем, который содержит в своем составе 2,5% лидокаина и 2,5% прилокаина, второго местного анестетика.
И этот крем широко используется в медицине человека как раз для снижения боли при каких-либо пункциях. Его накожное нанесение позволяет снизить дискомфорт и боль при пункции кожи. Исследования Флейкеля 90-го года, на которые в том числе ссылаются авторы, показали эффективность крема через 60 минут после нанесения на уши кролика. Но авторы исследований предполагают, что подобное время может быть не очень удобным для того, чтобы использовать рутинно этот крем в практике ветеринарного врача в клинике. Почему? Во-первых, это время ожидания и это организационные проблемы. Сложно заставить ждать владельца с кроликом просто час, сидя в холле, для того, чтобы у нас подействовал крем. А во-вторых, этот час, который кролик проведет в холле, окруженный собаками и кошками, никоим образом не снизит его стресс. Поэтому авторы предположили, что меньшее время нанесения крема может быть тоже эффективно. И решили это исследовать. Ключевая цель исследования была оценить эффективность крема Эмла в течение 10 минут после его нанесения. Крем Эмла есть не только в Америке, но и в России он тоже доступен. Материалы и методы. У исследователей было 10 самцов новозеландского белого кролика возрастом 4 месяца и массой тела от 2,49 до 3,04 кг. В течение недели кролики привыкали к рукам оператора. Они находились в виварии, с ними постоянно занимались, их постоянно трогали для того, чтобы минимизировать стресс от нахождения в руках и минимизировать влияние фиксации кроликов на результаты исследования. Если мы возьмем только что пойманного кролика, он будет у нас кричать и брыкаться не из-за того, что мы иголками тыкаем, а из-за того, что мы его просто взяли в руки. Это было рандомизированное, слепое, перекрестное контролируемое исследование. Да, это была малая группа, но дизайн исследования в принципе был неплохой. Исследование было ослеплено, никто из операторов не знал, что он наносит, крем или плацебо, и, соответственно, не мог повлиять на результаты. Его субъективное мнение не могло исказить полученные результаты. Первая точка исследования, которую ставили авторы, это успешность установки катетера. Получилось или не получилось. Исследование было разделено на 4 блока по 4 дня, всего на 16 дней. Одни и те же кролики, эти 10 самцов, в итоге получили катетеризацию каждого уха как с опытными группами, так и с контрольной. Всего суммарно за эти 16 дней было проведено 80 катетеризаций маргинальной вены уха у кроликов. Было выделено 4 группы. Первая группа это Эмла-10, вторая группа это Эмла-60, третья группа это Лида-10 и четвертая группа это Плацебо-60. Цифра означает время, через которое была проведена пенетрация кожи и установка внутривенного катетера. Эмла-10 спустя 10 минут, Эмла-60 спустя 60 минут, Лидокаин-10 это лидокаиновый крем спустя 10 минут и плацебо спустя 60 минут. Просто какой-то крем. Использовался катетер 24 гейдж, после чего вводился объем 1,3 мл для контроля положения катетера. Для того, чтобы понять, что мы не насквозь пенетрировали вену или не для того, что мы находимся подкожно, а именно установили внутривенный катетер. Оценивалась реакция кроликов. Во-первых, оценивалась вокализация, во-вторых, прыжок и в-третьих, оценивалась успешность попытки. С какой попытки катетер был установлен успешно. В течение всего исследования состояние вен и ушей мониторировалось на предмет гиперемии, некроза и прочих проявлений воспалительных процессов. Почему это важно? Потому что если уши у нас, у кроликов в момент исследования бы воспалились, нам сложно было бы дифференцировать результаты полученного исследования. Кролику больно из-за того, что мы поставили катетер, или кролику больно из-за того, что мы просто до уха дотронулись, из-за того, что оно воспалено. Поэтому это все мониторировалось. Напомню, как выглядит ухо кролика. То, что идет в середине, это ушная артерия. И ее мы не пунктируем, то есть в нее мы катетер не ставим. Почему? Потому что это может привести к нарушению мускуляризации уха и его некрозу. Если мы хотим поставить внутривенный катетер в ухо кролику, мы будем использовать маргинальную вену, краевую вену уха, которая идет, как несложно догадаться, с краю уха. Центральную, хорошую, толстую сосудину, мы ничего не ставим, потому что это артерия. Были получены следующие результаты. Во-первых, мы можем с вами посмотреть на успешность катетеризации. Наибольшая успешность была достигнута в группе Эмла-60. То есть то, что подтверждает результаты предыдущего исследования. Через 60 минут боль при пенетрации кожи у кроликов менее выражена,
чем при меньшем периоде ожидания. В плацебо мы видим, процент успеха был очень маленький, всего лишь 10%. В группе лидокаина 10 – 30%. В группе эмла 10 – 25%. В группе эмла 55, в группе эмла 60 – это 55%. Неудача тоже была также распределена по группам. Меньший процент неудачи был в группе эмла 60, а наибольший в группе плацебо. Но здесь нам стоит обратить внимание вот на что. Здесь нам стоит обратить внимание на те данные статистики, которые получили исследователи во время проведения этого исследования. Во-первых, мы обратим внимание на соотношение шансов. Если соотношение шансов больше единицы, мы считаем, что признаки связаны друг с другом. В группе эмла 60 отношение шансов больше 10. В остальных группах больше единицы, но гораздо меньше, чем в группе эмла 60. Это 3,78 и 2,94. И нам может показаться, что все отношения шансов, которые больше единицы, должны говорить нам о том, что признаки связаны. Но на самом деле, если мы посмотрим на P-критерий, мы увидим, что P-критерий у нас достоверен только в группе эмла 60. Он составляет 0,008. Помним, что есть критерий P, который меньше 0,05, мы будем говорить о том, что исследование достоверно. Да, статистическая разница достоверна. Здесь же, и это исследователи отмечают сами, критерий P больше 0,05 в группах эмла 10 и лида 10. Что говорит о том, что статистической разницы между этими группами и плацебо-контролем нет. А значит, эмла 10 группа и группа лида 10 неэффективны для снижения боли и стресса при пенетрации вены, при катетеризации этой самой маргинальной ушной вены. А значит, по-прежнему работает только эмла 60. Только спустя 60 минут после нанесения крема мы можем ставить катетер кролику и надеяться на то, что этот метод позволит нам снизить боль и стресс. Какие выводы? Несмотря на то, что есть сообщение, что крем эмла эффективен у собак и кошек в период времени ожидания от 20-30 минут, таких исследований, как мы видим, много, для кроликов по-прежнему эффективен период только 60 минут. Лидокаиновый крем неэффективен в периоде ожидания 10 минут. Однако нет данных о большем времени ожидания. И здесь это уже повод для следующего исследования. Например, мы можем сравнить группу эмла 60 и лида 60. И тогда, возможно, мы получим данные о том, что и просто лидокаиновый крем без добавочного местного анестетика будет тоже эффективен. Третья статья, о которой я хотел бы с вами поговорить, это clinical case. И как я вам говорил, мы будем обсуждать абсолютно всех животных. И даже если это будут тараканы, мы будем обсуждать тараканов. Clinical case, посвященный иммобилизации молодого варана комода с использованием подкожного введения альфоксалона. Альфоксалон – это стероидный анестетик, который достаточно становится популярен в ветеринарной медицине западной и даже появляется на территории России и СНГ. В России была идея, что его будет поставлять нам компания Orion Pharma. Выглядит он подобным образом. Кто забыл, как выглядит комодовский варан, я вам напомню. Это большие страшные ящерицы. Но в данном случае на прием поступил маленький пациент, о котором мы поговорим дальше. Какие у нас есть вводные? Использование альфоксалона уже неоднократно описывалось у рептилий. Однако не было еще ни одной публикации, ни одного упоминания об его использовании конкретно у комодовских варанов. До этого письма нигде не встречалось упоминание о том, что альфоксалон у них использовался. На прием поступил 5-месячный варан весом 5 кг. Маленькая, хорошая ящерка. Поступил он для того, чтобы у него под седацией определили пол, осмотрели, получили ветзаключение и в дальнейшем его продали. Рептилии часто перепродают. Есть коллекционеры, у которых есть большое количество рептилий, но комодовский варан – это редкость в коллекциях, поэтому публикаций о нем тоже немного. Он поступил в клинику. Литературный список по седации и мобилизации подобных варанов результатов не дал. Альфоксалон был препаратом выбора, так как он был описан, во-первых, у других рептилий, а во-вторых, посчитали очень важным гарантированно иммобилизировать этого пациента, чтобы защитить руки оператора от ядовитого укуса. Здесь для меня было неким откровением исследование Фрая и соавторов 2009 года,
потому что мне до сих пор по старой памяти казалось, что у комодских варанов нет яда, но есть токсичная слюна за счет того, что там живет много бактерий. Как оказалось, в 2009 году это уже опровергли. У них есть слюнные железы, у них есть ядовитые протоки, и комодский варан действительно ядовитая ящерица. Поэтому работать с ним надо осторожно. Была выполнена пункция, была выполнена подкожная инъекция альфаксолона 10 мг на килограмм иглой 25 гейдж в нижней трети туловища дорсолатерально. Спустя 20 минут уже наблюдался клинический эффект. Мы получили иммобилизированного варана. Что было с ним дальше? Его поместили в дорсальное положение и определили пол. Я напомню, что у рептилий определение пола может быть не самой простой задачей. Есть два типа. Либо компрессия и выведение гемипенисов, либо зондирование клоакальных карманов для оценки их длины. Далее было проведено УЗИ брюшной полости в течение 45 минут. Потом провели рентгенологическое исследование. Варан поступил просто на обследование и дальнейшую продажу. Мониторируемые показатели были частота дыхательных движений, которая находилась в диапазоне от 6 до 10 в минуту, частота сердечных сокращений в диапазоне от 38 до 48 в минуту и температура 27,5-27,7 градусов Цельсия. Для нас это может быть странно. Да? Мы привыкли к 38 градусам у собак и кошек, но здесь стоит помнить о том, что это все-таки рептилии. Оценивался тонус мышц, рефлексов, была проведена аускультация, а вот сатурация не оценивалась. Почему? Потому что пульсоксиметры, предназначенные для млекопитающих, не подходят для рептилий. В течение 2 часов выполнения всех манипуляций пациент находился в состоянии иммобилизации и не проявлял какой-либо активности, не имел спонтанных движений и не пытался укусить оператора, что немаловажно. Спустя 2 часа появились произвольные движения конечностями, а спустя 20 минут после появления первых движений пациент полностью пришел в себя, стал активен и начал шипеть на всех, кто его окружал. Все оказалось с ним хорошо. Доза альфаксолона 10 мг на килограмм оказалась эффективна для иммобилизации и интубации трахеи у комодского варана. Скорее всего, и для других ящериц она окажется эффективной. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Под видео будут ссылки на каждую из статей, которые мы обсуждали на ресурсе PubMed. Можно будет почитать абстракты без моих излишних комментариев. Всем спасибо за внимание. Всем пока.